Приветствую всех на моем канале. Здесь я рассказываю о кельтской культуре. С 30 ноября начался период Адвента. До Рождества осталось не так уж много времени. Рождество уже все ближе и ближе. Давайте же разберем, что такое Адвент. Адвент – это время ожидания Рождества Христова в католической традиции и в некоторых направлениях протестантской традиции. Например, в лютеранской церкви. Период Адвента начинается за 4 недели до праздника Рождества Христова. Католическое Рождество будет 25 декабря по григорианскому календарю. И, конечно же, с 30 ноября уже можно начинать украшать жилище. Вот я вспоминаю свое детство, и всегда была такая проблема, то, что я спрашивала у родителей, так с какого же числа нужно все-таки наряжать елку и украшать дом? Но мне обычно четкого ответа на этот вопрос, к сожалению, не давали. Как видите, в западном христианстве все четко прописано, то есть с 30 числа начинается подготовка, длится она 4 недели. Четко и ясно. Символизм Адвента связан с Advent Wreath, с венком Адвента. Вот у меня, допустим, такой венок я подготовила для видео. В венок Адвента обычно вплетается 4 свечи. 3 сиреневые свечи и 1 розовая. Так в Ирландии принято. Расскажу про символику и значение зажигания этих свечей. Каждая свеча на венке Адвента зажигается в определенное воскресенье Адвента. В первое воскресенье Адвента, 30 ноября, зажигается первая адвентовская свеча. Она называется свеча пророчества и символизирует ветхозаветные предсказания о Спасителе. То есть первая свеча посвящена пророкам. Вторую свечу Адвента зажигают в следующее воскресенье Адвента вместе с первой свечой. Называется эта свеча Вифлеемская свеча, и она символизирует путешествие Марии и Иосифа в Вифлеем. Третью свечу зажигают, соответственно, в третье воскресенье Адвента. Это свеча пастухов. Она символизирует радость, которую несли пастухи, ведь они первыми передали благую весть о рождении Сына Божьего. На 4 воскресенье зажигаются уже все 4 свечи на венке Адвента. 4-я свеча называется свеча ангелов. Она символизирует мир, который принесет христианам Спаситель мира в свое второе пришествие. Иногда, особенно на церковных венках, которые ставят в церкви, большие церковные адвентовские венки, которые освещаются в первую неделю Адвента в начале церковной мессы. Так вот, иногда на таких венках ставят еще 5-ю свечу, большую, белую, которая называется свеча Христова. Ее зажигают в самый канун, то есть в ночь Рождества, чтобы отметить рождение Иисуса Христа. Несмотря на то, что традиция венка Адвента, она достаточно поздняя и сформировалась уже в христианскую эпоху, символы и образы того же елового дерева, вечно зеленого растения, как символа древа жизни, древа бессмертия, и зажигание огней, как символ возвращения солнца после зимнего солнцестояния. Эти архетипические образы были знакомы европейцам еще до прихода христианства. В зимних обрядах германских традиций празднования Йоля, а также в зимних традициях кельтов, в период, называемый ими Greenstad Anjeri, что буквально переводится как «остановка солнца зимы». В этот период кельты, вероятно, как и германцы, зажигали огонь против зимней тьмы. В следующем видео мы отправимся к древним кельтам, чтобы узнать, как они встречали зимнее солнцестояние. Зачем зажигали огни с наступлением темных зимних дней? И кто такая Кайлих, прародительница богов, и как она связана с зимним солнцестоянием? Спасибо за просмотр. До новых встреч!